Всем привет! Сегодня обсудим эфир. Почему эфир будет 20 тысяч долларов? Зачем вообще нужен этот эфир? Почему эфир может обогнать биткоин по капитализации? Какие ценовые диапазоны от эфира я жду на этом бычьем цикле? Перед тем, как мы начнем, хочу сказать, что любую криптовалюту, в том числе эфир, вы можете купить на бирже OKEX. Ссылка в описании. Начнем с того, что именно на эфире строится большинство децентрализованных приложений. Даже если вы сейчас слышите о таких сетях, как Arbitrum, Optimism и прочее, это все строится поверх эфира. И вся эта инфраструктура продолжает строиться. Мы еще в самом начале пути. Хотя для криптонов прошло уже несколько циклов, ритейл в принципе особо не заметил, чем мы тут занимались. Они слышат только новости, что биткоин взлетает, и они тогда бегут его покупать, и потом они расстраиваются, когда он опять падает. Истинного масс-адопшена такого, чтобы крипта внедрилась в жизнь, еще не произошло. Единственное, для чего используется крипта обычными людьми, более массово, это переводы. Потому что в странах существуют ограничения, кэш с собой возить не так удобно, карты не все и не везде работают, а крипту ты можешь просто перевести с кошелька на кошелек, и в любой стране ты можешь ее обменять на кэш. Если бы эфир остался как есть, то у него были бы очень дорогие транзакции, и при наплыве пользователей невозможно пользоваться. Поэтому создаются разнообразные L2 решения для того, чтобы снизить комиссии. Основная суть этих решений, что они объединяют множество транзакций в одну, чтобы одной транзакции пройти по сети эфира. Тем самым комиссии становятся низкими. И сейчас в целом на этом бычьем цикле будет гонка L2 решений. И мы до конца еще не можем понять, какой именно выстрелит. С точки зрения инвестирования логичнее взять несколько монет. Но для ритейла, для конечных обычных пользователей, им все равно какой там блокчейн, не блокчейн, они смотрят в телефон приложение, у них должно все быстро работать. Они уже привыкли, что все работает быстро по обычному, им все равно, что там под капотом. Для того, чтобы это так работало и на крипте, для этого уже делают L3 решения. Но эфир это не единственный блокчейн, есть и другие блокчейны. Поэтому для того, чтобы можно было перемещать деньги между ними, создаются проекты, которые могут переводить криптовалюту между блокчейнами. Ставь лайк, если крутишь Layer Zero. Чем больше приложений, чем больше пользователей, тем все больше и больше будет использоваться эфир. Эфир не так давно изменил свой способ майнинга от Proof of Work к Proof of Stake. И теперь очень многие стейкают эфир. А также появляются разнообразные механизмы рестейкинга. Так как для того, чтобы стейкать эфир, нужно 32 эфира, это довольно много. Поэтому исхитряются и придумывают такие вещи, чтобы многие люди могли скидываться по чуть-чуть эфиров. Под капотом там это все стейкалось как обычно, а они получали за это процент. Каждый булран привлекает новых пользователей, поэтому с каждым циклом людей становится в крипте все больше и больше. И приложениями они пользуются все больше и больше. Таким образом, со временем возникнет дефицит эфира. Это как раз один из факторов роста. На самом деле о крипте сейчас знает очень мало людей. В основном все думают, что это какой-то обман, развод и все такое. Я думаю, что токенизация активов будет происходить все быстрее и быстрее с каждым годом. А ощутимый эффект перехода мы увидим примерно в 30-х годах. Сейчас у нас все находится в зародыше. 10-15 лет для технологии это не так уж много. Не так давно приняли биткоин ETF. И мы видим, как BlackRock просто безостановочно скупает себе эти биткоины. Также ходят слухи, что на эфир также будет ETF. Но не факт, что его примут сразу же. В дальнейшем, я думаю, он все-таки будет. Не знаю, именно сейчас его примут или попозже. В любом случае, на слухах цена тоже растет. В том случае, если BlackRock включится в игру и будет еще ETF и на эфир, и они также будут скупать эфир, то это просто может быть безумный рост. Потому что очень много эфира еще стейкается, он залочен, в рынке все меньше и меньше монет. Если BlackRock начнет выкупать такими же темпами эфир, как и биткоин, то эфир точно так же стремительно полетит вверх. Но даже если эфир ETF не примут, я все равно ожидаю цену в районе 20 тысяч долларов. У эфира, конечно же, есть еще риски регуляции, потому что если у биткоина неизвестно, кто создатель, он просто есть как товар, то у эфира есть создатель, это Виталик Бутерин, соответственно, к нему могут зайти в гости однажды. Все зависит от того, какая будет политика. Но так или иначе остановить эфир вряд ли получится. Он уже разросся до таких масштабов, что с ним слишком сложно справиться. Но и не думаю, что кому-то выгодно сейчас завалить сеть эфира. Рассмотрим график эфира. На момент записи ролика цена 3400 долларов. Напишите в комментариях, сколько он стоит сейчас. Глобально мы видим картину, что был первый бычий цикл, потом второй бычий цикл,
И готовится третий бычий цикл. Третий бычий цикл, я думаю, будет более грандиозным. Сейчас вот сделаем отметку, как я себе это представляю. У нас было дно. Вот как-то так. То есть как я ожидаю, что он так или иначе пробьет прошлые хаи, пробьет $5000 и будет максимально резкое ускорение в район $15000. Потом будут откаты, возможно, он даже нарисует, как в прошлом цикле было у биткоина, две такие большие вершины. Здесь уже будет зависеть еще от каскада ликвидации шортов, какая может быть тень свечи. Потому что если BlackRock возьмется за дело и начнет все скупать, то это будет просто прямая свеча вверх. Далее, конечно, ожидаю, что будет медвежий рынок, но это уже в 2026 году. Наверное, середина 25-го, потом 26-й, это потом он полетит тестировать, так сказать, прошлые хаи. Но изначально я все-таки ожидаю, что он полетит выше и достигнет цен в диапазоне от 15 до 25 тысяч. Вообще я ожидаю грандиозный альт-сезон. Настолько грандиозный, что он затмит все предыдущие вместе взятые. И сейчас мы находимся только в его начале. Основные движения по альтам я ожидаю все-таки осенью и зимой. Даже если сейчас альта запампится, сделает там пару иксов, потом я все равно ожидаю, что спадет активность финансовая. Это происходит летом. Как говорится, sell in May. Так что однозначно стоит присмотреться к каким-то монетам и набрать их летом. И это будет как раз последний момент, когда можно зайти в рынок по нормальным ценам. Потому что дальше осенью и зимой я ожидаю просто грандиозные пампы. Такие пампы, что мы даже не можем себе пока это представить. Я думаю, что на рынках будет такое безумие, что из всех щелей вы будете слышать про эту крипту. Пишите в комментарии, какое ваше мнение по эфиру, каких ценовых диапазонов он достигнет. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там, естественно, я более оперативно освещаю мнение о крипторынке. Купить эфир и множество других криптовалют вы можете на бирже OKEX, ссылка в описании. Мой прогноз по биткоину уже есть на канале, так что переходите на сам канал и можете посмотреть другие интересные ролики. Подписываемся на этот канал, ставим лайки, делимся с друзьями, смотрим другие интересные видео. И всем профита, до новых встреч!